Всем привет! В этом видео готовимся к лету и будем плести сумку-авоську. У меня она в таком маленьком формате, и я тоже буду с вами плести маленькую сумку, но если вы понимаете принцип, то у вас получится сплести большую сумку. Главное понять принцип плетения, и там вы уже сможете решить, какую вы хотите по размерам, маленькую, как у меня, или большую. Я, кстати, приделала такой вот бантик, у меня была какая-то лента, и решила привязать бантик, но мне, кстати, нравится. И да, конечно же, для такой сумочки нужна подкладка, потому что, видите, тут достаточно большие отверстия в ней, поэтому для таких сумок нужна подкладка, и надо будет ее сшить. Для этой сумки нам понадобится один вид бусин какой-то. Можно, кстати, даже из хрусталя, я видела, очень красивые получаются. Ну, конечно, проще это обычные акриловые бусины использовать. Я использую вот такой вот никель 10 миллиметров. Самый, наверное, классический вариант. Хотя, кстати, жемчужные тоже очень красивые. Ну, мне надоел жемчуг, потому что я много недавно плела из жемчуга. И также леска. У меня вот такая вот леска 0,6. У меня тут остатки, но я думаю, мне этого хватит. Давайте приступать. Я думаю, что можно взять 2 метра, потому что, в принципе, даже если вы возьмете, я не знаю, 3 метра лески, эта сумка такая, что в ней леска не будет мешаться. Она не совсем по классическому варианту плетется. И смотрите, сейчас такой этап, вот мы взяли леску и просто на любой из кончиков нанизываем 30 бусин. То есть не в 2 раза, а вот на один из кончиков просто нанизываем подряд 30 бусин. Вот я нанизала 30 бусин. И получается, я их пододвинула к концу лески, вот, и тут оставила буквально вот такой небольшой, запас, хвостик. Вот, ну, не знаю, тут сантиметров 10, наверное. Можно даже еще чуть-чуть подвинуть, поменьше оставить. И вот это место надо чем-то зафиксировать, да, допустим. И вот сейчас нам надо добавить на вот этот длинный кончик лески еще 3 бусины. 1, 2, 3 бусины добавила, ну, пока их можно в руке держать, не отпускаем. И возвращаемся леской в 25-ю бусину. То есть это у нас 30-я, 29-я, 28-я, 27-я, 26-я. И вот эта вот 25-я бусина, она получается с конца 6-я. В нее мы проходим леской. Вот мы ее берем и проходим снизу вверх. И вытягиваем наш кончик. У нас получилась первая петелька. И вот это звено нижнее. В нем должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бусин. Ну и вот 9-я такая соединительная. Каждое звено у нас состоит из 5 бусин. То есть мы нанизываем на, получается, леску, которая у нас в левой руке, 5 бусин. 1, 2, 3, 4, 5. И получается, что вот в этой конкретно авоське у нас звенья из 5 бусин состоят. Опускаем наши бусинки вниз по леске. И получается, от того места, от нашей 25-й бусины, мы отсчитываем также. Мы отсчитываем 6 бусин. 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 6-ю бусину мы продеваем леску также снизу вверх. И не волнуйтесь, вам надо будет считать бусины только в первом ряду. Далее вам уже их не надо будет считать. Все, и хорошенько подтягиваем. Ну и все, и таким образом доплетаем вверх этот ряд. То есть нанизываем на леску 5 бусин, отсчитываем 6, и в 6-ю мы продеваем леску. Плету последнее звено с вами, и мы уже переходим на 2-й ряд. Также добавляем 5 бусин. У нас получается всего она будет на 1, 2, 3, 4, 5 звеньев. 1, 2, 3, 5. Мы в 6-ю, в последнюю, продеваем леску, вытягиваем. Вот, 1-й ряд готов. И теперь мы начинаем плести в обратную сторону, цепляясь за вот этот ряд. И сейчас мы также набираем на леску 5 бусин. 1, 2, 3.
4, 5. Опускаем их туда. И кончиком лески мы проходим в бусину центральную предыдущего звена. То есть 1, 2, 3, 4, 5 бусин в звене. И вот мы в центральную бусину проходим сверху вниз, получается, в обратную сторону. Только через эту бусину продеваем кончик лески. И вытягиваем его. Вот, тут тоже все подтягиваем. Вот так вот это должно выглядеть. Пока что смотрится все несуразно и непонятно, но потом, когда мы сплетем хотя бы 2 ряда, вам уже станет проще и понятнее. Также дальше продолжаем набирать по 5 бусин. 5 бусин надели, опускаем их, опустили бусины и находим следующую центральную бусину в следующем звене. Вот это следующее звено получается, и вот это центральная бусина, то есть 1, 2, 3, 4, 5, и вот она по центру. И в нее мы продеваем леску сверху вниз. Затягиваем. И вот таким образом мы формируем второй ряд. То есть здесь мы будем надевать на леску также по 5 бусин и проходить в центральную бусину следующего звена. И давайте вот на последнем звене вместе с вами встретимся, вот эти 2 плетем самостоятельно. Итак, доплетаем второй ряд. Вот у нас получается последнее звено. Показываю, как мы тут переходим на следующий. Вот у нас получается леска выходит из конца предыдущего звена. И сейчас мы также добавляем на свободный конец 5 бусин. 5. Опускаем их. И вот здесь мы проходим леской в бусину третью. То есть вот у нас вот это вот как бы общая бусина для этой петельки. Мы отсчитываем от нее 1, 2, 2 бусины. И вот в эту третью, вот она у нас, 1, 2, 3 бусина. В нее мы проходим леской сверху вниз также. И вытягиваем. Все. Вот мы завершили, получается, наш второй ряд. Мы добавляем 5 бусин на свободный конец. И, можно их также опустить. И поскольку мы третий ряд плетем в обратную сторону, как бы снизу вверх получается, мы будем проходить опять-таки леской, в обратном направлении вверх. И начнем вот с этого звена, которое у нас было последнее, получается. В нем мы также находим центральную бусину. То есть 1, 2, 3, 4, 5. Вот это центральная бусина. И в нее мы вот так вот снизу вверх проходим свободным кончиком лески. Вот. Все подтягиваем. Вот таким образом у нас выглядит как бы начало третьего ряда. Попробуем далее сплести самостоятельно. Сейчас тогда вот этот ряд третий как бы мы плетем самостоятельно вверх. И когда мы его доплетем, я вам объясню по поводу ширины, да, то есть сколько нам рядов таких надо будет сплести еще раз. Ну и плюс я вам еще раз покажу сверху, как переходить на следующий ряд. Итак, завершаю с вами этот ряд. У меня какая-то шелуха. Добавляем 5 бусин. И продеваем в бусину вот в эту. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот в эту 6-ю бусину. Также вверх. У нас теперь вы понимаете, да, что у нас получилось для вас это был третий ряд, который я объясняла, да? Вот, потому что первый это был не ряд, это мы просто доделывали вот эти вот звенья, когда мы первый прилили, но я вам говорила, что это ряд. По факту вы теперь видите, да, что у нас получилось 2 ряда звеньев, вот они. Вот тут вот снизу особенно это видно, что 2 петельки и получилось как бы 2 ряда. Я предлагаю сплести 8 рядов, а далее уже я буду объяснять, как мы складываем ее и как мы формируем боковинки. Считать ряды можно по вот этим вот бусинам. По нижнему ряду можно считать ряды. Итак, ну что, я надеюсь, вы уже примерно хотя бы поняли принцип плетения на данном этапе. И вот у меня остался вот такой вот кончик. В принципе, можно было, наверное, еще им одно звено сплести. Но я вам сейчас покажу,
как закрепить леску и вставить новую, если у вас она заканчивается. Я делаю это просто, то есть вот я только что сплела звено, вот у меня такой кончик, я его провожу назад и через эту петельку вот сюда в бок вытягиваю. Вот здесь у меня получается такая петелька, я в нее продеваю кончик и узелок затягиваю. Хорошенько все подтягиваем. Так можно сделать в этом месте несколько раз. То есть мы проводим кончик через наше отверстие. Здесь оставляем вот такую петельку. Короче, делаем обычный такой как-то морской или узел, или просто петельку такую делаем. Можно сделать 3 раза, можно сделать 1 раз. Один раз, наверное, недостаточно. Я вот сделаю 3. В принципе, этого достаточно. И можно вернуться вот этим хвостиком, если вам длина хвостика позволяет, куда-нибудь по плетению обратно немножко. То есть вот я, допустим, сюда вернулась. И сейчас уйду сюда в бок. Ну и там дальше уже можно его, в принципе, и обрезать. То есть вот тут его можно обрезать или еще куда-нибудь пониже пройти и там обрезать. И как мы вставляем новую леску? Для этого мы берем леску, соответственно, отрезок лески. Тут проблема в том, что нам нужен один кончик лески. То есть нам не нужна вся леска. То есть когда мы вставляем леску в обычное плетение, когда мы плетем крестиком, ромбиком, нам нужны оба кончика лески, а тут только один. И, соответственно, вот мы продеваем вот в эту же бусину, в которой у нас заканчивалось предыдущее звено. Немножко может быть криво, но оно потом все выровняется. Мы вставляем в эту бусину леску, вытягиваем этот кончик. То есть то, что он у нас должен быть длинным, потому что мы на него будем дальше плести. И вот этот короткий кончик, им сейчас нам надо зафиксировать нашу леску, чтобы плести дальше. И делаем мы то же самое. Мы проводим через отверстие, да, и получается мы вот тут вот формируем петельку. Вот петельку у нас, продеваем в нее и затягиваем. 1 раз. 2. 2 узелок. Вверх подтянем его. Можно 3 сделать. 1. И кончиком также вот этим коротким, который у нас остается, проходим по плетению. Можно потом даже вот эти 2 кончика между собой перевязать узелком, да, и как-то спрятать. Это уже смотрите, сами, как вам удобно. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Вот сейчас 5-й ряд доплетаем, я доплетаю. И всего у нас должно быть 8 вот таких вот рядов. Считаем вот по вот этим нижним бусинам, наверное, так удобнее всего считать. Так что да, встретимся уже, когда сплетем все полотно. Мы сплели полотно. Вот если по нижней посчитать петельки вот эти, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. И сверху тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот из этого хвостика, который мы вначале оставляли, сейчас мы из него сделаем еще одну верхнюю петельку, и она у нас станет 8-й. Мы на этот хвостик нанизываем 5 бусин. 1, 2, 5. И получается продеваем его в центральную бусину вот этого вот звена, вот в эту. И все это дело вытягиваем. Вот, и вот у нас получилась 8-я петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сейчас мы тут вот этот кончик завяжем узелком и начнем формировать боковые стенки. Завязываю я, как обычно, как я уже ранее показывала, просто через петельку. Блин, хвостик очень короткий, неудобный. Итак, давайте сформируем стенки. Вот наше полотно, вот так мы его плели, я его развернула, потому что мы его будем вот так складывать и вот эти маленькие стенки по бокам проплетать. Вот если вы вот так сложите, вы поймете, да, что
надо понять просто рисунок. То есть я предлагаю сейчас леску вставить вот в это место, где у нас закончилось последнее звено, вставить леску вот сюда и вот таким образом по диагональке сплести две половинки. Я взяла отрезок лески где-то 50 сантиметров, думаю, что этого будет достаточно. Вставляю леску и вытягиваю кончик примерно сантиметров 20, ну, вот такой вот. Его просто оставляем, он нам в дальнейшем пригодится, чтобы сделать верхушку этого ряда. А на длинный кончик, который мы будем сплетать, я набираю 2 бусины. Раз, два. Опускаю их до упора. Следим, чтобы тот кончик у нас не сильно вытягивался. Он нам все-таки нужен длинным. Ну, сантиметров 20 будет достаточно. Опять-таки, его можно чем-то тяжелым зафиксировать. И на противоположной стороне нахожу второе сверху звено, центральную бусину. И в эту центральную бусину продеваю леску сверху вниз, как вот так вот. Вытягиваем. Тут все поправляем. Вот так это должно выглядеть. Логика понятна? Опять зажимаю кончик. И на этот же длинный кончик, который мы только что продели в бусину на противоположной стороне, на него добавляю опять 2 бусины. Потому что всего у нас должно быть 5 бусин. Добавила, опустила. И теперь этот кончик продеваю в центральную бусину следующего звена. Следующего после того, из которого мы вставили леску. Точнее, после того, в которое мы вставили леску. То есть это будет вот эта бусина. Также сверху вниз продеваю. Господи, я надеюсь, это все понятно. Вытягиваем. Теперь можно взять оба кончика, подтянуть, и вот теперь все становится понятно. И теперь прям леска напрашивается сюда, в следующую центральную бусину уже следующего звена на противоположной стороне, но для того, чтобы продеть ее сюда, нужно опять-таки добавить 2 бусины, чтобы вот это звено тоже полностью было полноценное. Делаю это. Подтягиваем немножко, а то у нас тут тот кончик вытянулся. Сейчас просто так все вот, оно не затянуто, это нормально. Потом, когда мы будем ее крепить, она затянется, и все будет хорошо. Раз, два. И вот мы находим следующее звено после того, в которое мы только что продевали на этой стороне. Вот оно, вот это звено. И в нем мы находим центральную бусину, и в нее продеваем длинный кончик, на который мы добавляли 2 бусины только что, в таком же направлении, сверху вниз. В принципе, можно сплетать вот эти 2 боковинки между собой в обратном направлении, отсюда вверх. Но мне почему-то кажется, объяснить на видео проще сверху вниз. Все, берем 2 кончика, вытягиваем. И вот у нас полностью готова, грубо говоря, вот эта боковинка. Теперь нам надо только верх доделать. Этот кончик я, наверное, оставлю пока длинным, пусть он тут лежит. Теперь я его придавливаю. У нас леска выходит вот из этой бусины, с которой мы начинали сплетать. Теперь нам надо этим кончиком верхним пройтись в 2 бусины вверх. Проходим. У меня сразу через 2 получилось. И вот этим же кончиком, не добавляя бусин, мы проходим на противоположной стороне вот в эту бусину, оставляя сверху 2 вот эти бусины, как во всех предыдущих звеньях. Снизу вверх мы проходим. Она получается 3-я от развилки или как бы 3-я сверху, если считать. Вот она, эта бусина. Да, тут нам ничего добавлять не надо, только через нее проводим леску, вытягиваем. Теперь, если мы потянем за 2 кончика, мы видим, да,
что у нас все стало на свои места. Получились вот эти вот ромбики, такие же, как во всем плетении. И таким образом мы сплели одну сторону. И внизу тут тоже все правильно. Теперь нам надо здесь зафиксировать леску. Я предлагаю фиксировать так же, как мы это делали всегда. То есть пройти по плетению, допустим, сюда, и здесь где-нибудь ее завязать узелком. Теперь давайте сделаем ручку. Я ручку делаю, как вы видите, в один ряд, как бы просто в один ряд бусин ниточкой. Ну, мне так, короче, нравится. Я эту сумку планирую носить на плече, то есть как бы просто закинув на плечо или в руках, поэтому я не делаю сильно длинный ремешок. У меня вот здесь я посчитала 57 бусин, и это оптимальная длина для меня, чтобы мне было удобно носить на ремешке. Вы можете опираться на мои данные, возможно, вам ремешок достаточно сделать покороче, просто потому что 1,73 м рост, и я понимаю, что, возможно, кому-то на плече нужно более короткий ремешок. Смотрите, померяйте на себя, сравнивайте с сумками, которые вы носите на ежедневной основе. Вот. Соответственно, лески мы берем Х2. То есть, если мне надо сделать ремешок, грубо говоря, 60 сантиметров, лески я беру 1,20 м. Если вы там делаете ремешок 120 сантиметров, то вы берете 2,40 м отрезок лески. И лучше брать с запасом. То есть 2,40 м это будет только то, на что нанизаны бусины. А плюс еще какие-то сантиметры дополнительные нужны для того, чтобы закрепить леску и так далее. Итак, вот я взяла отрезок лески, складываем его пополам и продеваем в бусины. Нам надо определиться, откуда мы растим ремешок. То есть вот мы определили наши грани. Я выбираю вот эту бусину и симметричную на противоположной стороне, вот эту. И вот в эту бусину я продеваю один кончик лески. Ну и все, соответственно, сейчас нанизываю бусины, необходимое мне количество. Нанизываем через оба кончика. То есть, сейчас парочку с вами сделаю. Три. Опускаем их. Ну и вот, получается, это вот так выглядит. Итак, я набрала необходимое количество бусин для себя. И теперь мы находим бусину на сумочке, в которую мы крепим. То есть, если это была эта бусина с этой стороны, то на другой стороне
я выбираю вот эту бусину, вот сюда. И в нее я прохожу кончиками навстречу друг другу. Подтягиваем наше плетение. Раз, два. Вытягиваю кончики. Все, встала у нас. Можно подтянуть, чтобы с этой стороны тоже подтянулась петелька. Вот у нас звено вот это, да, к которому относится наше бусина крепление, круглое. По нему пройтись каждым отрезком лески в свою сторону. То есть вот сюда, сюда. И на развилочке, чтобы эти отрезки встретились. Когда они здесь встретятся, здесь между ними завяжем узелок. Итак, вот мы, получается, вывели оба отрезка лески в одно место, то есть вот на развилочку. Сейчас у нас есть еще одна возможность, последняя, наверное, подтянуть наш ремешок, пока он не зафиксирован, да. И между собой связываем эти два отрезка в узелок. И кончики потом по плетению прячем. В принципе, все как обычно, ничего нового. Вот такой вот у нас получился результат. Кстати, она у меня получилась даже более ровная, чем первый вариант этой сумки. Ну, потому что, сказать честно, первый вариант я немножко по-другому сплетала стенки, более дебильно. Вот, второй все-таки, тут я вам пыталась объяснить более понятно, я думаю, что у меня получилось. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, получилось у вас или нет. Если у вас получилось, и вы выбрали какие-то необычные бусины, да если вы выбрали самые обычные бусины, неважно, присылайте фото своих изделий, либо в мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании, либо в мое сообщество ВКонтакте. Кстати, все видео дублируются у меня как на ютубе, так и ВКонтакте. До скорых встреч и всем пока!